Камила Валиева в деле. Олимпийская чемпионка выиграла первый турнир после игр 2022. Фигуристка Камила Валиева победила на первом этапе Гран-при России. Первый этап Гран-при России по фигурному катанию завершился в Московском дворце спорта «Мегаспорт» в воскресенье. Главным его событием стало победное возвращение на соревновательный лед чемпионки командного турнира Олимпиада-2022 Камилы Валиевой. В пятницу вечером, прямо накануне короткой программы, российское антидопинговое агентство РУСАДА подбросило новостной повод, сообщив, что не собирается раскрывать никакую информацию, включая итоговый вердикт, по делу о положительной допинг-пробе Валиевой, из-за которой пока так и не состоялась церемония награждения призеров командного турнира Олимпийских игр в Пекине. Естественно, журналисты собирались поднять эту тему во время стартового этапа Гран-при России, но фигуристка, слегка подколов спросившего про расследование РУСАДА репортера, заявила, что ничего отвечать на эти вопросы не будет. Фигуристка впервые вышла на соревнования после Пекинской Олимпиады, если не считать весенний показательный командный кубок Первого канала. Вышла повзрослевшей, и в плане внешности, и в плане содержательности катания. Одна драматичная произвольная программа чего стоит. Валиева и тренерский штаб Этери Тутберидзе посвятили ее событиям на играх 2022, и на контрольных прокатах из-за нахлынувших переживаний спортсменка расплакалась едва ли не перед ее началом. Впрочем, сначала была короткая программа, в которой Валиева не исполняла аксель в 3,5 оборота, по прошлому сезону типичный для нее элемент. В конце сентября фигуристка призналась, что у нее есть травмы, из-за которых ей пока нельзя падать. Из-за этого сложные элементы она возвращает постепенно, и до тройного акселя дело пока не дошло. Но и без трикселя с чистым прокатом Валиева получила оценку за 80 баллов, что позволило ей заметно опередить в короткой программе главную на этом турнире соперницу, подругу по группе Софью Акатьеву, которая на этот элемент зашла, но допустила ошибку. Акатьева исправилась в произвольной программе, сделав и тройной аксель, и 2 тулупа в 4 оборота. Валиева же на четверном тулупе упала, но после этого чисто сделала все остальные менее сложные элементы. Те зрители, которые подумали, что олимпийской чемпионке для итоговой победы этого все равно не хватит, ошиблись. Валиева уступила Акатьевой в произвольной программе, но запаса после короткой ей хватило для итоговой победы. Не могу сказать, что мне все нравится, как и после любого проката. Тренеры уже скажут, что получилось, а что нет. В принципе, я рада, что зашла в тулуп. Это было очень волнительно, как будто впервые прыгаю, призналась после соревнований Валиева. Но на шестиминутке получилось, значит все будет. Не было мыслей не рисковать, такие мысли были в олимпийский сезон. Сейчас же я хочу, наоборот, сделать прыжки. Все обратили внимание, что из музыкального сопровождения произвольной программы Камилы исчезли фрагменты новостных сообщений времен Пекинской Олимпиады, которые предваряли начало ее проката. Убрали новостную вставку на время, не волнуйтесь, вернем. Решили сделать вместе с тренерами. Просто это нужно было сейчас, сказала Валиева, отвечая на вопрос об изменениях в программе. Акатьеву, естественно, спросили о соперничестве с олимпийской чемпионкой, но она ответила, что не думала об этом во время турнира. Мы на тренировках вместе. На соревнованиях во время проката не думаю о других девочках, это не сказывается на состоянии во время проката, сказала Акатьева. Прокатом произвольной программы она осталась довольна. Я постараюсь делать то, что умею. Еще меньше думать, успокоиться максимально. Есть над чем работать, но в целом я довольна, что смогла собраться, подчеркнула фигуристка, дебютировавшая во взрослых соревнованиях.